Привет, друзья! В политических кулуарах Берлина сейчас настоящий переполох. Одна из самых громких инициатив канцлера Мерца, которую он обещал, кстати, внедрить с первых дней своего правления, фактически зашла в тупик. Речь идет о реформах выплат для украинских беженцев. Помните, как уверенно тогда это звучало на бумаге? Власти говорили о миллиардной экономии и наведении порядка, но на практике ситуация оказалась гораздо сложнее. Ситуация выглядит сегодня крайне, скажем так, затянутой. Прошел год, а каких-либо результатов до сих пор нет. Изначально планировалось перевести часть украинцев с пособия для граждан, то есть бюргергельд, на выплаты по закону для соискателей убежища. Разница здесь существенная. Пособие по безработице предполагает более широкий объем поддержки, тогда как выплаты для беженцев скромнее. Однако проект застрял в длительных согласованиях между федеральным центром и регионами. Земли указывают на Берлин, Берлин в свою очередь ссылается на регионы, а местные власти на местах все чаще говорят о высокой нагрузке на бюджеты. Инсайдеры напоминают, что еще в конце 2025 года был одобрен закон, согласно которому те, кто приехал после 1 апреля 2025 года, не должны претендовать на полноценное пособие по безработице. Новую систему планировали запустить уже буквально с 1 июля 2026 года, однако то, что весной Мерц называл необходимой корректировкой системы, на практике сегодня превратилось в такой сложный политический процесс. Реформа замедлилась, и точные сроки ее реализации пока остаются неясными. А на кону стоят серьезные бюджетные средства. Чтобы вы понимали масштаб, сейчас в Германии находится более миллиона украинцев. И около 700 тысяч из них получают пособие по безработице. По оценкам, это обходится бюджету в 6,3 миллиарда евро ежегодно. Эксперты считают, что изменение системы выплат могло бы дать экономию до 2 миллиардов евро в год. Но пока правительство Мерца и регионы продолжают согласовывать эти позиции между собой, эта потенциальная экономия остается только в расчетах, а сама реформа именно на стадии обсуждения. Главным аргументом правительства Мерца в этой игре была экономия, как я сказал, но на практике процесс затянулся и пока не дает никаких ожидаемых результатов. Тот самый закон о корректировке пособия, на который возлагали большие надежды, до сих пор остается на стадии именно обсуждения и не больше. У чиновников в Берлине нет даже приблизительного графика, когда этот документ дойдет до голосования. В кулуарах говорят, что федеральный центр и земли продолжают спорить о том, кто именно будет нести финансовую нагрузку. Ответственным за этот процесс называют министра внутренних дел Александра Домбринда. Он регулярно подчеркивает, что систему нужно разграничить, то есть пособие по безработице для тех, кто ищет работу, а выплаты для беженцев для людей, находящихся под защитой государства. Логика вроде бы понятна, но здесь в дискуссию активно включается министр финансов Ларс Клинвальд. Его позиция еще более жесткая, он дает понять, что бюджет сегодня ограничен, и любые налоговые послабления, о которых говорил Фридрих Мерц ранее, возможны только при пересмотре текущих социальных расходов. Регионы в этой ситуации занимают выжидательную такую позицию и указывают на Берлин. В Министерстве внутренних дел Нижней Саксонии, например, на вопросы отвечают прямо. Без принятия федерального закона на местах действовать невозможно. Глава МВД земли Даниэль Беренс подчеркивает, что без четких решений сверху движение вперед затруднено, в итоге процесс затягивается, а последствия отражаются на налогоплательщиках. Но есть и еще один важный здесь момент, о котором говорят реже, это административная нагрузка после принятия закона. Полномочия планируется, я напомню, частично передать из центров занятости, то есть джоб-центров, в муниципальные ведомства. Это означает необходимость перестройки IT-систем, то есть обновление программного обеспечения и дополнительной нагрузки именно на самих сотрудников. В той же Нижней Саксонии уже оценивают возможные расходы на такие изменения. В результате возникает такая, скажем, сложная ситуация. Попытка сократить расходы на выплаты может сопровождаться именно затратами на административную адаптацию системы. Но сегодня на местах ситуация становится все более
напряженной. Только вдумайтесь, по оценкам около 80% немецких городов и общин заявляют о высокой нагрузке, а каждый третий муниципалитет даже отмечает, что работает на пределе своих возможностей. Содержание, интеграция и административные процессы обходятся стране более чем в 10 миллиардов евро ежегодно. Герн Ландсберг из Ассоциации городов и муниципалитетов предупреждает, ресурсы во многих регионах близки к пределу от граничных бюджетов до нехватки даже кадров, способных справляться с текущими задачами. Особенно жесткая критика в адрес правительства Мерца звучит из Северного Рейна-Вестфалии. Премьер-министр земли Хенрих Вюст, несмотря на партийную близость к канцлеру, открыто выражает недовольство этой ситуацией. Местное министерство интеграции под руководством Верены Шефер указывает на возможные риски реформы. Понижение статуса украинцев может осложнить их интеграцию на рынке труда. Часть действующих инструментов поддержки, выстроенных за последние годы, может быть существенно ограничена. И в этом кроется ключевое противоречие. Сейчас вы знаете, система Бюргергельд – это такой, скажем, комплексный механизм, то есть, например, курсы повышения квалификации, сопровождение со стороны тех же джоб-центров и взаимодействие с работодателями. Перевод на такие выплаты может сократить доступ к этим инструментам, потому что сегодня в системе для лиц, ищущих убежище, такие возможности поддержки выражены намного слабее. Это означает, что доступ к языковым курсам и профессиональному обучению могут стать более ограниченными и даже сложными. Для чиновников на местах это означает дополнительную нагрузку, им придется, вдумайтесь, разрабатывать новые подходы и адаптировать уже существующие программы. А для самих украинцев это может привести к более длительному периоду адаптации. То есть Германия уже сталкивается с вызовами по скорости интеграции беженцев на рынок труда, и обсуждаемая новая реформа может усложнить этот процесс. И вместо ожидаемой, скажем так, экономии существует риск наоборот усиления зависимости части людей от социальной поддержки из-за ограниченного доступа к тем же инструментам интеграции. Но вы знаете, я вам уже ранее рассказывал, что сегодня критика в адрес правительства Фридриха Мерца звучит уже не только со стороны именно муниципалитетов, но и от влиятельных политиков в Бундестаге. Например, лидер парламентской группы ХСС Александр Хоффман открыто призывает Фридриха Мерца ускорить процесс и перейти к реализации реформы, чтобы снизить нагрузку на муниципалитеты. Однако на местах такие заявления воспринимаются с осторожностью. Чиновники в общинах понимают, любой переходной период означает дополнительную нагрузку и необходимость параллельно вести старые и новые процессы. В это же время, по информации из Социал-демократической партии Германии СДПГ, звучит позиция о том, что ради экономии нельзя все-таки ставить под угрозу достигнутые результаты в сфере интеграции. В итоге, получается, реформа становится все более сложным политическим вопросом. В Бундесрате, то есть в Совете земель, быстрого решения не ожидают. Без согласия именно регионов закон не может быть реализован, а настроения в землях, вы понимаете, остаются сдержанными. Чтобы оценить масштабы этой задержки, второй раунд обсуждения с регионами пока даже не включен в официальный график. Представьте, Берлин продолжает говорить о продолжающихся консультациях вроде бы, однако со стороны это воспринимается как наоборот затянувшийся этап согласований. Проект, который изначально позиционировался как важный элемент новой политики Мерца, столкнулся с реальностью сложной федеральной системы. Таким образом, для получателей пособий это означает тоже неопределенность, а для местных властей продолжение работы в условиях растущих социальных расходов. И если ранее пересмотр выплат для украинцев рассматривался как какой-то колокольчик, сигнал о более строгом подходе к бюджетной политике, то сейчас ситуация показывает на самом деле, насколько сложно все-таки реализовать такие инициативы на практике. Реформа, которая должна была сократить расходы Германии, бюджета и упростить систему, пока приводит к дополнительным больше вопросам и сохраняющейся неопределенности.
И уже наблюдая сегодня, как в правительстве обсуждают распределение миллиардов, в Берлине разворачивается еще новый резонансный конфликт, который наглядно показывает противоречия именно внутри столичной политики. Партия зеленых традиционно активно, вы знаете, выступает за прием мигрантов. Однако на практике ситуация оказывается гораздо сложнее, когда речь заходит о конкретных районах. Сейчас, например, в Берлине разгорается острый спор. Зеленые вступили в жесткое противостояние с ХДС, Христианско-демократическим союзом, из-за планов открыть крупный центр размещения беженцев в Хазенхайде. Речь идет о пустующем офисном комплексе. С 2027 года туда планируется заселить около 1000 человек, в основном семьи и подростков, прибывших в Германию без сопровождения. Инсайдеры из Берлинского Сената подтверждают, в здании, где ранее размещался пенсионный фонд, уже идет масштабная реконструкция. Власти планируют создать более 500 жилых помещений и оборудовать их дополнительное пространство для обучения и досуга. Более того, предполагается, что этот центр будет функционировать не менее 10 лет. Однако районное управление Кройцберга, где существенное влияние имеют, напомню, зеленые, выражает серьезные опасения. Представители района указывают, что инфраструктура уже испытывает высокую нагрузку, и появление еще 1000 жителей может создать дополнительные сложности. Ситуация таким образом подчеркивает внутреннее напряжение в политической повестке. Те, кто на федеральном уровне раньше поддерживал расширение программы приема, на местном уровне делают акцент на ограничениях этой инфраструктуры. В заявлениях все чаще звучат аргументы о нехватке школ и детских садов, а также предложения более равномерного распределения людей по разным районам. Для правящей коалиции в Берлине это становится очередным испытанием. На практике баланс между гуманитарной политикой и возможностями конкретных районов оказывается гораздо сложнее, чем в теоретических их обсуждениях. Сенат Берлина от своих планов отступать все-таки не намерен, и это вызывает крайне жесткую реакцию именно со стороны тех же зеленых. Катрин Шмидбергер, представляющая партию в городском парламенте, перешла к прямой уже критике. Она заявляет, что ХДС, Христианско-демократический союз, во главе с мэром концентрирует большое количество людей в одном объекте, что, по ее мнению, может осложнить процесс интеграции и даже усилить напряжение между местными жителями и новыми прибывшими. В интервью с столичным изданием она также выражает опасения, что такие действия могут вести к большему недовольству внутри общества. Однако в самом Берлине подобная риторика вызывает неоднозначную реакцию. В политических и медийных уже сообщениях звучит критика в адрес тех же зеленых за противоречие между их федеральной позицией и реакцией на уровне конкретного района. Когда речь идет о голосовании на уровне Бундестага, партия поддерживает расширение приема, но на местном уровне, получается, акцент смещается на ограничение инфраструктуры. Чтобы усилить свою позицию, зеленые предложили выделить дополнительно 2,1 миллиона евро на медицинскую и социальную поддержку для этого объекта, аргументируя это необходимостью снизить нагрузку на район. Впрочем, в мэрии на такие требования реагируют сдержанно. Сенатское ведомство пока не подтвердило выделение дополнительных средств сверх утвержденного бюджета. Чиновники подчеркивают, что функционирование центра уже предусматривает базовую инфраструктуру и необходимые условия. Аргумент властей остается прежним. Крупные центры размещения экономически более эффективны все-таки, чем распределение людей по множеству отдельных квартир по всему городу. В итоге складывается сегодня ситуация: с одной стороны стремление сократить расходы и централизировать размещение, с другой это политические разногласия и опасения на уровне районов. Бельбас со своей стороны заявляет о необходимости сохранить стабильность действующей системы, несмотря на предложения о реформах. Представительница СДПГ подчеркивает, что система обеспечения должна оставаться устойчивой и предсказуемой в долгосрочной перспективе. Люди могут на это рассчитывать. И здесь важно еще отметить, что на фоне берлинских споров вокруг размещения социальной инфраструктуры сейчас в повестке появляется еще одна важная тема – это изменения, которые могут затронуть миллионы немецких работников, планирующих свой выход на пенсию. Но в политических верхах Германии прозвучало резонансное заявление.
канцлер Фридрих Мерц признал, что государственная пенсия в будущем может выполнять лишь роль базового обеспечения. То есть эти слова вызвали жесткую реакцию со стороны левых сил, а представительница СДПГ оперативно выступила с ответной позицией. При этом, как бы ни развивалась дальше политическая дискуссия, экономические показатели сегодня указывают на устойчивую проблему, а именно государственные выплаты уже сейчас во многих случаях не способны полноценно заменить прежний уровень дохода. Инсайдеры обращают внимание на так называемый пенсионный разрыв, который в Германии в среднем оценивается примерно в 1300 евро. Речь идет именно о разнице между доходом человека в период трудовой деятельности и выплатами после выхода на пенсию. Судя по позиции Бербельбас, в ближайшей перспективе каких-либо существенных изменений ожидать все-таки сложно. Многие граждане выражают обеспокоенность в публичном пространстве и обращениях в СМИ регулярно поднимается тема того, что длительные годы взносов не всегда обеспечивают ожидаемый уровень финансовой стабильности. К этому добавляется и ощущение дисбаланса внутри самой системы. БАС указывает на существующие различия, подчеркивая, что действующая модель по-разному отражается на разных категориях получателей. То есть в общественной дискуссии часто сравнивают условия для работников частного сектора и именно государственных служащих, где правила действительно отличаются. Вопрос о справедливости такой системы обсуждается, я напомню, уже много-много лет, и тема неравенства остается одной из самых неприятных. И что мы с вами видим? В то время как старшее поколение переживает за свои доходы, среди молодежи в Германии все чаще звучит резкая критика текущей системы. Молодежный союз ХДС заявляет, например, что принцип справедливости поколений вызывает все больше вопросов, ведь нагрузка на работающих растет, ожидания от будущих пенсионных выплат становятся более сдержанными. Бербельбас и другие политики из СДПГ признают, что сейчас мы видим, как система требует постоянной адаптации к демографическим изменениям. И вот теперь на повестке появилась достаточно радикальная идея, которую обсуждают в рядах социал-демократов. Речь идет о правиле: для получения полной пенсии без вычетов необходимо все-таки иметь 45 лет трудового стажа. В Бундестаге это подается как попытка расширить принцип досрочного выхода на пенсию при длительном стаже. Блок Мерца ХДС также выражает поддержку, называя это справедливым подходом. Однако при более внимательном рассмотрении возникают все-таки вопросы о том, как такая модель отразится на разных группах населения. Наибольшие сложности могут возникнуть именно у людей с более длительным периодом образования. То есть те, кто начал работать в 16 лет, смогут быстрее накопить необходимый стаж и, соответственно, раньше выйти на пенсию. В то время как выпускники университетов, начинающие карьеру, например, в 25-27 лет, будут вынуждены дольше оставаться в системе, чтобы выполнить требования. В результате формируется такое себе различие между разными жизненными траекториями, что, конечно же, может усилить обсуждение в справедливости пенсионной модели в ближайшие годы. Но на самом деле то, что мы сейчас с вами наблюдаем в действиях руководства Социал-демократической партии Германии СДПГ, многие эксперты рассматривают как попытку стабилизировать их политическую позицию и снизить давление со стороны избирателей. Председательница партии БАС заявляет о необходимости сохранить устойчивость пенсионной системы и старается убедить аудиторию, что резких изменений можно избежать. Сейчас в политике это воспринимается как стремление все-таки удержать свое доверие, несмотря на сложную ситуацию и накопившиеся структурные вопросы. Но давайте вспомним факты, которые сегодня вновь возвращаются в центр дискуссии. Эта известная пенсия Ристера была введена, напомню, около 25 лет назад при канцлере Шрёдере по инициативе министра труда Вальтера Ристера. Тогда это решение стало ответом на понимание того, что одной государственной пенсии может быть недостаточно для сохранения привычного уровня жизни. Уже в тот период на официальном уровне подчеркивалась необходимость дополнительных форм накопления. Если открыть ежегодное пенсионное уведомление, можно увидеть, что в них регулярно указывается на важность дополнительных источников дохода в будущем. Таким образом, сама система давно сигнализирует
вам о необходимости более комплексного подхода. Интересно, что именно представители социал-демократов, включая Франца Мюнтеферинга, в свое время поддерживали повышение пенсионного возраста аж до 67 лет. Это решение стало частью более широкой реформы, направленной на адаптацию системы именно к демографическим изменениям. Когда эти меры получили большую поддержку избирателей, сегодня же дискуссия о дальнейшем развитии пенсионной системы вновь обостряется, и перед политиками стоит новая задача найти баланс между сохранением стабильности и необходимостью дальнейших изменений в условиях меняющейся экономики и демографии. Но важно понимать, что сегодня политическая ситуация для СДПГ, Социал-демократической партии Германии, складывается на самом деле непросто, в том числе в ключевом регионе, как я сказал, Северном Рейне-Вестфалии. Этот регион, напомню, десятилетиями считался опорной базой партии, где она имела сильные позиции и свое влияние. Однако последние опросы показывают снижение поддержки, то есть социал-демократы опустились на более низкие позиции, уступая как блоку того же Фридриха Мерца, так и другим партиям. В политике сегодня обсуждают, что ослабление позиций в таком важном регионе может серьезно повлиять на перспективы самой партии именно на федеральном уровне. Поэтому в этом контексте местный лидер социал-демократов Йохим Отт активно критикует заявление Фридриха Мерца. Он утверждает, что слова канцлера о базовой пенсии могут свидетельствовать о подходе к серьезным изменениям в системе выплат. Однако важно уточнить, речь не идет именно о прямом сокращении уже заработанных вами пенсий. Я напомню, в Германии действует так называемый принцип эквивалентности, который защищается Федеральным конституционным судом и предполагает, что пенсионные выплаты связаны с ранее сделанными взносами. Если говорить о долгосрочных изменениях системы сегодня, то стоит вспомнить, что еще в период реформ, связанных с именем Мюнтеферинга, было принято решение о постепенном повышении пенсионного возраста. Это стало частью стратегии адаптации к демографическим изменениям. По сути, у государства остается сейчас ограниченный набор инструментов для поддержания устойчивой системы. То есть, либо увеличение продолжительности трудовой жизни еще выше, либо развитие личных накоплений. Именно вокруг этих двух направлений сегодня и строится основная дискуссия о будущем пенсионной модели. Генеральный секретарь ХДС Христианско-демократического союза Карстен Линеман недавно отметил, что социал-демократам стоит более открыто обсуждать существующие проблемы пенсионной системы. При этом важно учитывать, что в СДПГ многие из этих вызовов действительно давно известны, и именно при участии социал-демократов в прошлом проводились эти масштабные реформы. В то же время представители ХДС в тот период нередко занимали более осторожную позицию и не всегда, кстати, активно продвигали непопулярные решения. Теперь же Фридриху Мерцу приходится работать с теми последствиями этих долгосрочных изменений, в то время как политические оппоненты сейчас критикуют его курс и представляют его как угрозу для пенсионной системы, хотя многие текущие проблемы формировались в результате решений, принятых десятилетия назад. И еще, в исторической перспективе немалый вклад в формирование системы внесли христианские демократы ХДС. Основы современной модели, напомню, были заложены в далеком, еще в 1957 году при канцлере Конраде Аденауэре. Тогда система строилась в условиях других демографических ожиданий, исходя из предположения о стабильном росте числа работающего населения. Однако демографическая ситуация, вы видите, со временем изменилась, и сегодня количество работающих, делающих взносы, уже не всегда сопоставимо с тем числом получателей пенсий. В истории ХДС также были представители, связанные с темой пенсионной политики, например, Норберт Блюм. С его заявлением о надежности пенсии стал символом той эпохи, когда доверие к системе было намного выше. Однако со временем стало очевидно, что сама система требует постоянной адаптации. В результате размер будущей пенсии зависит именно от множества факторов, то есть вашего стажа, вашего уровня дохода и экономической ситуации в целом. Поэтому ожидания граждан и фактические выплаты не всегда совпадают, что и создает ощущение неопределенности в будущем.
Также основная критика в адрес современных социал-демократов связана и с тем, как подается перспектива будущей пенсионной системы. Оппоненты сегодня считают, что населению транслируется, скажем так, излишне оптимистичная картина, тогда как реально структурные проблемы остаются сложными для решения. В результате эта тема становится одной из ключевых в политических дебатах и влияет на уровень вашего доверия к партиям на выборах. В разные периоды своей истории, в том числе во времена Билла Брандта, СДПГ, Социал-демократическая партия Германии, проводила более реформаторскую политику, ориентированную на изменение и адаптацию системы. Сегодня же дискуссия вокруг социальной политики стала более осторожной и, наоборот, сложной. Но и это еще не все. На этой неделе заявления об энергетической независимости столкнулись с более сложной рыночной реальностью. Напомню, Евросоюз делает очередной шаг в санкционной политике, то есть с 25 апреля 2026 года российский сжиженный природный газ СПГ начинает постепенно сокращать в системе поставок с целью полного отказа к 2027 году. С политической точки зрения это выглядит как важное решение, однако экономические последствия оцениваются гораздо осторожнее. Одним из первых ситуацию прокомментировал глава итальянского энергогиганта Эни Клаудио Дескальци, который отметил, цитата, «Восполнить эти объемы в краткосрочной перспективе крайне сложно». Речь, напомню, идет о примерно 20 миллиардах кубометров газа, которые продолжают играть немалую роль в балансе европейской энергетической системы. По оценкам Дескальци, этот объем выполняет функцию стабилизирующего элемента, позволяя сглаживать те самые колебания спроса и поддерживать бесперебойную работу промышленности. Теперь же этот компонент постепенно выводится из системы поставок. Но сложность ситуации состоит и в том, что изменения происходят в период высокой нестабильности именно на мировых энергетических рынках. На фоне конфликта между Ираном и рядом стран региона ситуация в районе Персидского залива остается напряженной, маршруты транспортировки газа и нефти становятся менее, скажем так, предсказуемыми, а стоимость страхования перевозок существенно выросла, что, соответственно, и влияет на логистику поставок. Отдельное внимание привлекает ситуация с Катаром. Напомню, одним из ключевых поставщиков сжиженного газа для Европы. Любые какие-либо ограничения или перебои в его экспортной инфраструктуре сразу отражаются на всем рынке. Ормузский пролив остается стратегически важным маршрутом, он никуда не делся, и любые риски в этом регионе повышают ту волатильность цен. В результате рынок реагирует быстро. Если ранее цена на газ на бирже, напомню, ТТФ, опускалась ниже 30 евро, может вы помните, то в последние периоды она поднималась даже выше 50 евро за мегаватт-час. Эти колебания уже отражаются на планировании крупных промышленных предприятий, которые вынуждены в свою очередь учитывать повышенную волатильность энергетических своих расходов. И здесь важно понимать сам контекст. Германия находится в центре текущих изменений на энергетическом рынке, и последствия этих процессов могут оказаться более сильными, чем это отражается в официальных заявлениях. Формально российские танкеры больше не швартуются у терминалов, однако поставки продолжают осуществляться через другие каналы. Газ, напомню, поступает в европейскую систему через такие порты, как Дюнкерк или Зебрюгге, после чего распределяется по общей сети и достигает конечных потребителей в разных странах, включая и Германию. По оценкам рынка, Германия потребляет около 1000 тераватт-часов газа в год. И примерно 10-я часть этого объема приходится на сжиженный природный газ, часть которого ранее была связана с российскими поставками. Для промышленных регионов на юге страны, Баварии и Баден-Вюртемберге, стабильность этих поставок остается важным фактором, поскольку, вы знаете, там отсутствуют собственные терминалы СПГ, и они зависят именно от внешней инфраструктуры. Возникает закономерный вопрос. Почему же сохраняется зависимость от этих поставок? Одним из ключевых факторов являются действующие долгосрочные контракты. Государственный импортер ЗЭФ связан с обязательствами по проекту Ямал-СПГ, часть которых действует до конца 2024 годов.
Эти соглашения были заключены в условиях иной геополитической и экономической ситуации. Их односторонний пересмотр может привести к серьезным юридическим последствиям и финансовым требованиям, которые в конечном итоге могут затронуть государственный бюджет. Сейчас юридические службы все-таки пытаются проанализировать возможные варианты пересмотра условий, однако процесс остается сложным. В результате этот ресурс долгое время на самом деле выполнял функцию стабилизирующего элемента на рынке. Сегодня же политический курс Германии предполагает постепенный отказ от подобной зависимости. Канцлер Мерц подчеркивает необходимость соблюдения санкционной политики, несмотря на возможные экономические издержки. То есть, с экономической точки зрения это означает переход к более жесткой и менее гибкой модели энергоснабжения в условиях высокой нестабильности всего мирового рынка. Но проблема заключается еще и в том, что поиск альтернативных объемов поставок остается крайне сложной задачей. Норвегия, вы знаете, уже работает на пределе своих возможностей, увеличивая добычу там, где это технически возможно. Соединенные Штаты Америки наращивают экспорт сжиженного газа и поставляют его танкерами через океан, однако мощности их терминалов также имеют ограничения. Катар долгое время оставался ключевым потенциальным источником дополнительных объемов, но вы видите сами, геополитическая ситуация в регионе снизила ту предсказуемость поставок, и напряженность в зоне Персидского залива влияет на логистику, часть проектов замедлена, а доступные объемы в большой степени распределены между азиатскими покупателями. Таким образом, в результате конкуренция за поставки растет, и Европа вынуждена все-таки учитывать более высокие цены на рынке. На этом фоне заявления главы Эни Клаудио Дескальце звучат как предупреждение о снижении устойчивости системы. То есть, когда представители отрасли говорят сегодня о потере буфера, речь идет о сокращении запасов гибкости, которые ранее позволяли сглаживать эти колебания спроса и предложения. В таких условиях отсутствие альтернативных каналов для энергетической системы поставок создает дополнительную нагрузку на саму инфраструктуру. То есть мы с вами видим ситуацию, при которой Европа постепенно сокращает зависимость от прежних источников СПГ и одновременно увеличивает привязку к глобальному спотовому рынку, а этот рынок, вы знаете, формируется соответственно исключительно только экономическими факторами – спросом, предложением и логистическими рисками, связанными с международными поставками. Таким образом, в конечном итоге ключевой вопрос заключается в устойчивости всей европейской экономики к ценовым и логистическим колебаниям. Мы с вами видим, что такой переход к новой модели энергоснабжения сопровождается ростом неопределенности. Вот вам пример нефтеперерабатывающего завода в Швете, который уже испытывает влияние изменений в цепочках поставок и рассматривается экспертами как один из первых сигналов широких структурных изменений в энергетическом секторе. В Германии готовится ряд также изменений в системе финансирования ухода за пожилыми людьми, которые могут существенно повлиять на расходы населения. На фоне обсуждения дефицита бюджета здравоохранения, вы знаете, министр Нина Варкин представила предложение по новому реформированию системы долгосрочного ухода. Основные изменения касаются перераспределения государственной поддержки и условий получения надбавок для проживающих в домах престарелых. Одним из ключевых элементов реформы является корректировка системы надбавок. Если ранее государственная поддержка увеличивалась поэтапно в зависимости от продолжительности пребывания в самом учреждении, то теперь темпы этого, скажем так, роста планируется изменить. Таким образом, процесс увеличения субсидий от государства становится более постепенным. В количественном выражении изменения выглядят следующим образом. Если ранее уровень компенсации в 50% достигался примерно через 2 года проживания, то теперь этот срок увеличивается уже до 3 лет. Достижение максимального уровня поддержки, напомню, в 75%, также сдвигается ориентировочно с 4,5 лет вместо прежнего 3-летнего периода. Для страховой системы это означает снижение своих расходов, однако для семей с высокими затратами на уход возрастает и финансовая нагрузка.
В настоящее время государственные расходы на данные надбавки составили около 7 миллиардов евро, и обсуждается вопрос их более строгого распределения. Средняя стоимость, напомню, проживания в доме престарелых в первый год составляет около 3245 евро в месяц. Ранее расходы постепенно снижались в течение времени и могли, соответственно, опускаться до примерно 2056 евро. Однако теперь этот процесс становится более растянутым во времени. Дополнительно еще обсуждается изменение в системе присвоения уровней ухода, которая определяет размер государственной этой поддержки. Процедура оценки состояния здоровья остается достаточно строгой и основана на медицинской экспертизе. В результате критерии доступа к помощи становятся более детализированными, что и влияет на количество людей, которые могут претендовать на те максимально 75% выплаты. Государство сегодня ищет способы сбалансировать свой бюджет, не ваш, и это объяснимо. В 2024 году расходы на систему ухода, напомню, достигли 68 миллиардов евро. Однако вместо комплексных структурных реформ обсуждаются меры, связанные с корректировкой именно финансовой нагрузки на граждан с доходами выше среднего уровня. Сейчас порог, напомню, для взносов составляет 5812 евро, и в профильных ведомствах рассматривается возможность его повышения примерно на 300 евро. В этом случае размер обязательных отчислений для специалиста может увеличиться. Кроме того, с 2028 года обсуждаемые изменения могут затронуть и неработающих супругов, то есть в случае, если в семье нет несовершеннолетних детей и отсутствует уход за близкими, может быть введен минимальный страховой взнос около 25 евро в месяц. Это отражает тенденцию постепенной корректировки системы социальных взносов для различных категорий населения. По наблюдениям за развитием системы здравоохранения Германии, заявленные меры по экономии нередко сопровождаются перераспределением расходов именно внутри домохозяйств. Предложение Нины Варкин изменяет действующие параметры субсидирования для жителей домов престарелых. Согласно новым расчетам, как я сказал, достижение максимального уровня поддержки в 75% может занимать до 54 месяцев вместо прежних 36. Для многих семей это означает необходимость более длительного финансирования планирования со своего кармана. С учетом таких изменений в критериях оценки состояния здоровья медицинской службы процедура получения помощи может стать еще строже. На этом у меня на сегодня все. Внимательно изучайте уведомления от страховых касс и следите за изменениями в пенсионных документах. В текущих условиях особенно важно заранее планировать личный бюджет и понимать, как изменения законодательства могут отражаться на финансовых обязательствах. Внимательность ваша к деталям помогает лучше ориентироваться в новых правилах. Спасибо за просмотр, подписывайтесь и до встречи в следующем выпуске.